Андрей Юрьевич, делитесь вашим впечатлением. Вот прошло почти 10 месяцев с моего прошлого посещения этого печального места. И я ничего особенного не ждал, кроме того, что я слежу в какой-то мере за процессом по печати. Но все-таки что-то переменилось. Для меня невозможно, больше невозможно выдерживать, я думаю, всем наличие этого шкафа. Унизительность мизансцены, которая, мне кажется, мешает процессу. Человек, глаза которого спрятаны и который говорит в скважину и вынужден говорить, полусогнувшись, и в скважину, это чудовищное унижение, позорище процесс. Я находился в том месте, где я мог видеть его лицо, и думаю, что это было бы полезно и обвинению видеть его лицо, глаза, и как он обменивается человеческой речью, этот обвиняемый, с свидетелем. Этот разговор был бы гораздо более нормальным и, может быть, воспринятым иначе, чем вот это заранее выраженная мизансценой ненависть, где один человек или одна сторона держит другую сторону под прессом, буквальным прессом этой чудовищной мизансцены. Я не понимаю, что это за шкаф. Клетка ужасна, но клетка все-таки в какой-то степени и те, и другие по отношению друг к другу находятся за решеткой. Через решетку смотрит и та сторона, которую обвиняет, и та, которая обвиняет. А здесь это недопустимо, это вызывает возмущение, и процесс перекошен. Из того, что я слышал сегодня, я опять, как и 10 месяцев назад, слышал не подтверждение того, что является сюжетом обвинения. Не подтверждение. Час проходит, 2 проходит, 3 проходит. Сегодня это был свидетель. Сегодня был очень профессиональный, потому трудно воспринимаемый разговор профессионалов, экономистов в области вот этой самой нефтедоставки, нефтепереработки, продажи нефтепродуктов. Это трудно воспринимаемо, но если сосредоточиться, что я и делал, весь разговор был разговором о том, что не подтверждается. И это говорит свидетель, профессионал и участник событий. А события это почти 10-летней давности. Я смотрю на лица прокурорского состава. Они абсолютно нейтральны. Я так чувствую, они не видят говорящего Лебедева. Сегодня Лебедев говорил. И они его фактически не слушают. Это то, что я наблюдаю. А судья? Значит, процесс. Судья мне как раз был почти невидим. Потому что я был за спиной свидетеля. Поэтому внутренняя пружина процесса, она спрятана, как в хорошем диване. Садишься и даже не можешь догадаться, что там есть пружина. Он просто скучно мягкий, нормально мягкий. Пружина спрятана, а идет бесконечность, сознательно существующая, которая может длиться сколько угодно. Позорность такого для людей, нормальных людей, которые вот сейчас, вот солнце светит, вот лето, вот город Москва, один из великих городов мира. И вот здесь, за этой дверью происходит позорный способ взаимоотношения людей. Истина, поиск истины неощутим. Истину заранее знают обе стороны. И причину, и пружину, и истину знают. И надо бы встретиться глаза в глаза. Поэтому мой единственный вывод. Шкаф надо убрать.
Надо, чтобы люди имели возможность сохранять свое достоинство. Тогда можно разговаривать на столь серьезные и профессиональные темы. Я вижу, что разговаривают два человека, Лебедев и сегодняшний свидетель, разговаривают два человека, которые есть высокие специалисты в очень сложных делах, обладающие необыкновенными интеллектуальными качествами, памяти, понимания происходящих очень сложных процессов. Заменить их трудно. Наверное, они нужны. Они нужны. Такие люди вообще нужны, чтобы они действовали. Вместо этого они занимаются вот этой странной, нельзя сказать слово деятельностью, а позорящей нас всех мизансценой. Спасибо.